Так, вроде все работает. Так что можете писать в чате. Забыл на одной ерунде свой выключить. Ну да. Слышно, не слышно, видно, не видно. Вопросы, пожелания, все пишем просто в комментариях. И может быть даже что-то из этого прочитаю. И по традиции рассказываю о роботах. На эту штуку, которая сейчас появилась, внимание не обращаем, она исчезнет через пару-тройку секунд, и потом будет время от времени появляться. А вот на эту штуку, это у нас идет обратный отсчет рода. Как видим, написано, что надо подписаться. После этого поставить лайк и сделать репост записи. Где вы будете это делать? В YouTube, ВКонтакте, еще где-то, разницы не имеет. Потом можете подписку убрать, если захотите. Это просто надо для того, чтобы система вас посчитала. Ну и как только все это будет подсчитано, появится имя человека. И посмотрим, сколько лайков собралось у меня под видео. Если, например, соберется 10 лайков, к примеру, то я зайду к победителю и поставлю с самого верха, в самый низ 10 лайков. Как-то вот так. Поэтому и нужно делать репост. Чем больше народу придет, чем больше будет участников, тем, соответственно, больше будет лайков. Смысл тратить время, смотреть полчаса ради того, чтобы получить, например, 1 или 2 лайка. А если будет 100, 200, 300 участников, то это уже вроде как бы приятно. Ну и дальше по теме. О нации и турбопатриот. Проблема нации, та нация, не та нация, такая, не такая, стоит у некоторых, мягко выражаясь, ограниченных людей. Вот вас, например, сильно трогает то, что вокруг вас не та нация. Просто, грубо выражаясь, свои недочеты перекладываются на какую-то другую составляющую. В данном случае на нас. И поэтому, если человеку, например, как в одном недавнем случае, нравится шаман. Это, если вы не в курсе, молодой человек, который участвовал в полсотни всяких детских и не очень детских голосов, всегда был близок к успеху, но пока не подрос и не женился на пиарщице из Мегафона, удача обходила его стороной. Потом, может быть, супруга начала принимать участие, может быть, просто совет дала, может быть, сам догадался, не знаю. Но вдруг резко поменял свою внешность под такого белого афро-россиянина, заплел дреды и теперь ездит по всяким патриотичным местам и поет то, что он любит.
И вот в одном телеграм-канале скинули переписку, типа один дедушка. Вот я его слушаю дома, я его слушаю на работе, слушаю в машине, я его везде слушаю. И ему отвечает еще более престарелый дедушка: да, и я так тоже сам, тоже его слушаю, прям вот весь такой вот, поет хорошо. Ну, на вкус и цвет, как говорится, фломастеры все разные, поэтому не знаю. Дедушку может понравиться. И написал комментарий, что я все типа думаю, кому это может нравиться, пенсионерам нравится. Сразу же нашел один патриотично настроенный спортсмен 66, который заявил, что я должен слушать 740, сестер Берри и прочую тематическую музыку. На мой вопрос, почему именно эти композиции, этих исполнителей, он заявил, что моя нация слушает только это. Мы немножко переговаривались, и выяснилось, что всем русским нравится шаман, а всем евреям шаман не нравится. Ну, позднее я заблокировал этого персонажа, чтобы не надоедал своими комментариями. Но в данном случае этот патриотично настроенный спортсмен 66 является обыкновенным циклоном. Объясняю почему. На всех, например, моих контактах, одноклассниках, Бусти и прочем написано, как меня зовут, мои социальные сети. То есть любой человек может найти меня, связаться со мной, поговорить со мной, там подобное. Большинство моих аккаунтов это либо I am Воровцев, либо просто А Воровцев. Потому что я Андрей, поэтому. А этот, ну ладно, может быть, он является чемпионом двора по шашкам. Родился в каком-нибудь 66-м регионе или в 66-м году. Поэтому он назвал себя спортсменом 66. Ну что мешает вместо МСК написать, например, Семен Сидоров, Петр Петров, Иван Иванов, или как там его по паспорту на самом деле зовут. Ну, все патриотично настроенные люди, причем в мега патриотичном, они все будут прятаться до последнего. Причем совершенно все, любые, и пока вот их не развиртуалят, будут скрываться под никами, погонялами и всем таким прочим. А все почему? Потому что, как бы они ни выглядели сильно, смело, в интернете, на практике, в реальной жизни, это обычные чужки, которые всего боятся, которых всегда все обижали, начиная с детского садика, школы, института. А тут, да, получилась такая возможность сидеть дома с планшетом, с телефоном, у компьютера, и строчить в интернете и выглядеть со стороны как настоящий, сильный, смелый. А если хорошо получится раскрутиться, то еще и неплохие деньги на этом зарабатывать. И, к слову сказать, сегодня будет вопросов всего лишь 3 темы, но все эти 3 темы будут так или иначе связаны с турбопатриотом. Поэтому не буду долго на них разбалтывать. Ну и, собственно, переходим к вопросам.
Сразу начнем. Вот с такого небольшого аудиозаписи. Спасибо Жене Поддубному за то, что он поднял тему боеприпасов на тот уровень, на котором его должны услышать. Поднял ее не понаслышке, а сам лезет в пекло, сам видит ситуацию, и поэтому для него это понятно и находится на острие всех проблем, которые сегодня у нас есть. Как говорится, говно кипит, кровь бурлит, но вопросы, которые я задавал по боеприпасам, к сожалению, остаются абсолютно нерешенные. И это серьезнейшая проблема. Причем боеприпасы в стране есть, об этом уже не раз делали заявления, промышленность вышла на необходимые объемы, дает то, что нужно стране, более того, дает с запасом. На удивление, никто не ожидал, что они сумеют так оперативно решить все существующие проблемы и сделать то, что не делалось последние 80 лет нигде в мире по объемам. Причем я знаю склады, знаю номера партий, знаю номера ящиков, четко понимаю, где что находится, и знаю о том, что эти боеприпасы есть. Не могу решить эту проблему, несмотря на все свои знакомства, связи. Все тонет и вязнет, никаких решений не принимается. Генералы, офицеры в воинских штабах, на различных должностях помогают чем могут, помогают изо всех сил, стараются, упираются, иногда нарушают воинские законы для того, чтобы выдать нам дополнительные боеприпасы, которые нам так остро требуются. Ни у кого нет никакого понимания, откуда взялись некие лимиты, откуда взялись процедуры, по которым нужно получать. Никто не знает путей подписания тех или иных документов. Все кивают куда-то наверх, показывая пальцем вверх и говоря о том, что вы же знаете, Евгений Викторович, у вас непростые отношения вон там, закатывают пальцы, показывают пальцем вверх и закатывают глаза. И поэтому вам надо пойти извиниться и повиниться. Тогда ваши бойцы получат боеприпасы. Перед кем извиниться? Кому повиниться? 140 миллионов россиян, пожалуйста, скажите, перед кем я должен извиниться, чтобы мои парни погибали в 2 раза реже, чем это происходит сегодня. Сегодня, каждый день, погибает в 2 раза больше бойцов ЧВК «Вагнер». И не только ЧВК «Вагнер», и других воинских подразделений, которые мы не можем прикрыть из-за полного снарядного так называемого голода, при котором нам не дают то, что есть на складах. Кто-то сидит, гнет пальцы, и по своему разумению, по своему настроению принимает решение дать нам те или иные снаряды или не дать. В это время погибает конкретный человек. Он лежит в окопе, по нему прилетает снаряд противника. Мы не можем остановить артиллерию противника, потому что у нас нет средств поражения. У этого конкретного человека отрывает 2 ноги или 2 руки. Конкретная жена, дочь, сын или мать лишаются своего близкого. Мы его кладем в цинковый гроб и везем на кладбище хоронить. Неужели совести нету для того, чтобы прекратить выебываться, как муха на стекле, прекратить строить козни? Заявки пишутся каждый день по согласованному регламенту, передается в соответствующие органы. Но после этого никто не знает, кто должен дать ответ и куда они должны пойти. Моих усилий пока на получение не хватает. Эти парни, они пошли воевать не за Пригожина, они пошли воевать за Родину. И все преимущество Пригожина в том, что они ему доверяют, сумели организовать
и увидели его одного, в нем, одного из них, из тех, кому нужна победа в этой войне. Тогда, когда командовал группировкой генерал армии Суровикин, сколько бы сплетен ни ходили, хорошие отношения у меня с ним или нет, я с ним встречаюсь только тогда, когда он приезжает экспентировать фронт или по тем вопросам, которые есть, созваниваюсь. И созванивался. То у нас не было проблем с боеприпасами. Даже при том, что промышленность еще скрипела. Те, кто мешают нам победить в этой войне, они прямо, абсолютно прямо работают на врага. Помогают врагу сломать хребет России. У нас есть традиция о том, что русские умирают, но не сдаются. И русские умирают, только они умирают не за свой дом и свою родину, а половина из них умирают из-за того, что какие-то вокруг военные функционеры не хотят задницу оторвать и понять о том, что это не капризы. Нельзя капризничать в тот момент, когда страна в опасности. Я никого не обвиняю и никому не хочу предъявить ничего. Я просто говорю, оставьте свои капризы, оставьте свои принципы и дайте боеприпасы. Я не тыкаю вам в нос тем, что вы сидите, завтракаете, обедаете, ужинаете с золотой посуды и отправляете своих дочек, внучек и жучек отдыхать по Дубаям, не стесняясь ничего, в тот момент, когда русский солдат гибнет на фронте. Я просто прошу, дайте боеприпасы. Это не экстремистское заявление и не попытка кого-то оскорбить. И извините, если что не так. Боеприпасы дайте в нужном количестве, которые есть на складах. Если немножко следить за интернетом, то здесь явная нападка на министра обороны. Ну, если честно, на месте господина Пригожина я бы просто-напросто взял, свернул всю свою частную военную кампанию, вывел бы ее куда-нибудь в Воронежскую область, Курскую область, Ленинградскую область, разместил бы всех в лагерях. И типа, ребят, давайте займемся тренировкой. К сожалению, воевать мы не можем, потому что некоторые товарищи нам, в данном случае, не дают снаряд. И после этого придется смотреть более пристально, более как. Я уже в одном из предыдущих роликов говорил, что когда слышишь фразу, что вот очередную деревню, город освободили от украинцев, первая мысль, что освободили или музыканты, или Ахмад Сила. Про Министерство обороны мыслей вообще не возникает. Ну, хорошо, пусть они покажут, как они умеют воевать. Без частных военных компаний. Пускай, какая разница. Они воюют за родину, эти воюют тоже за родину, ну и за деньги. И я не понимаю, если честно, в чем тут проблема. Зачем просто так купить людей? Лучше отойти, подождать, когда нахлынет большая-большая волна,
И тогда эта самая волна в первую очередь смоет всех этих генералов, которые не хотят что-то там выдавать. Кто-то на пенсию уйдет, кто-то еще куда-нибудь. Ну да ладно. Следующая новость у нас высказывание главы МИД Германии Вербак по поводу курса движения Путина, когда он должен был развернуться на 360 градусов. Турбо настроенные блогеры, патриотичные, прям, да, я не знаю, до дрожи в коленках, начали смеяться то, что вот смотрите, какая тупая дура, повернуться на 360 градусов, это, ну, просто вокруг себя повернулся и как куда смотрел, туда и смотрел. То есть курс каким был, таким бы и остался. Но немножко воткнуться, углубиться в знание иностранного языка, я не знаю, может, религия не позволяет. Да, на самом деле, в прямом переводе развернуть политику на 360 градусов звучит как вокруг своей оси повернулся и куда шел, туда и идет. Но в первоначальном варианте, я думаю, что пускай это самая глава германского МИДа и самая сильно умная женщина, но все-таки не полный дебилка. И в простонародье вот это самое развернуться на 360 градусов в русском языке бы просто остановись и посмотри вокруг себя. Да, я согласен, то, что слушать советы от каких-то глав западного МИДа наш царь-батюшка не будет. Но и смеяться над тем, чего на самом деле не было, это немножко будет. Поэтому ладно. Переходим к следующему вопросу. А следующий вопрос у нас визит Байдена в Киев. Ладно, я молчу про украинских и типа русских блогеров, которые на самом деле также являются украинскими, просто тщательно об этом скрывают. У них методичка им положена. Но наши метапатриоты сразу же начали писать: смотрите, по Киеву идет Байден, идет Зеленский, вся верхушка украинского правительства. Вот сейчас бы туда ракету и нахрен весь Киев. Если честно, целостность Киева меня волнует от слова совсем не волнует. Есть такой город, нет такого города. Если под конец совместной специальной войсковой операции к Киеву подъедет 5, 6, 7, 8, 9, 10 дивизий клонов с градами, и они начнут залп лупить по Киеву, начиная от окраины одной, заканчивая окраиной другой, и на месте этого городка останется куча развалин. Если честно, я совсем не расстроен. Наплевать. Но если, допустим, мы возьмем и ракеты грохнем дедушку в маразме Байдена, когда он находится в Киеве. Я думаю, примерно через 5,5 минут после этого, как говорится, НАТО найдут танки, найдут самолеты, найдут ракеты. И нам придется воевать уже не с Украиной одной, а еще и с Америкой, со всей Европой.
тогда наши патриоты резко куда-нибудь спрячут. Будут сидеть и писать где-нибудь по листочку бумаги, как они сильно хотели пойти на передовую, но старенькие, сгорбленные, кость еле-еле, то все никак вот не получилось у него на передовую, а то бы он там штыковой бы всех залубил. Но не судьба. Наверное, в другой раз. Хотя некоторые опубликовали видео господина Байдена, когда он обратился к россиянам. Достаточно интересно. Добрый день. Я вчера разговаривал по телефону с Рамзаном Ахматовичем. Он мне сказал, Дон, что если мы отправим на Украину танки и самолеты, Дон, то в ответ на это, Дон, Россия отправит в Америку ядерные ракеты, Дон. Это не есть хорошо, потому что у нас нет ПВО. Все ракеты противовоздушной обороны ушли на то, чтобы сбить китайский метеозонд. Поэтому мы не можем так рисковать. Ахмад Сила, Аллаху Акбар, слава России, амин, работайте, братья. Да, понятно, что шутка юмора. Но эта шутка юмора хотя бы смешная. А важной фантазии о том, что вот давайте мы сейчас отправим туда ракету, взорвем все совсем. Ну это к чему? Это ни к чему от слова совсем. Потому что какие бы эти фантазии не были бы, как позже выяснилось, администрация американского Белого дома известила Российскую Федерацию, что в такое-то время в Киеве будет американский президент в целях избежания какого-то конфликта. Самое смешное это то, что во время прогулки Байдена и Зеленского только 2 раза включились сирены воздушной тревоги. Хотя эти регионы наши не бомбили. Ну, что не сделаешь. Надо показать опасность и напряженность ситуации. А если честно, ну хорошо, Байден приехал. Сколько? 2-3 часа покатил. Уехал. Что изменилось? Как это повлияет на Россию? Во-первых, как Байден может вообще повлиять на Россию? Да, я согласен, за ним стоят какие-то люди, которые вставляют эти по карты, и он, как тупая кукла марионетка, просто-напросто что-то делает, то, что ему сказали делать. Поигрывание с наушниками, с микрофонами, с здоровыми, с невидимками. Это показывает данного президента очень хороший способ. Как-то. А если честно, ну, что тут можно сказать? Кстати, прислали одно интересное видео о том, как нужно разговаривать со спамерами из Украины. Валерия Юрьевна? Да, я вас слушаю. Здравствуйте, меня зовут Алексей. На ваше имя поступило персональное письмо от МФЦ. Подскажите, пожалуйста, как вам будет более удобно его получить? В электронном формате, электронная почта, WhatsApp, Viber, Telegram, либо же в письменном на Почту России по адресу регистрации. А вы вообще откуда, я понять не могу. Город Москва, переулок Вознесенский, 22. А с каких пор у нас госуслуги звонят в WhatsApp? Новый способ перенаправки. Ага, ну и что вы хотите от меня? Перенаправить вам данное письмо. Какое данное письмо? Письмо с каким характером, я понять не могу.
Ну, там могут быть выписки, штрафы, налоги, пенсионный фонд, ваша какая-то личная документация. Ага. Так, но персональная я, к сожалению, просмотреть не могу, не имею Ага, ага. А вы скажите, пожалуйста, вы из Днепра или откуда? Подскажите, что вы... Вы из Днепра или откуда? С Днепра? Ага. А с какого Днепра? Ага. Так скажите, пожалуйста, а письмо может быть того характера, что я через госуслуги покупала автоматы, чтобы хохлов на Украине ебашить? Слушай, я бы хотел бы тебя харкануть. Что ты хотел бы мне сделать? Харкануть, хохол? Да, куда? Тебе въебало, Да блядь. чё ты, смерть хохлам! Смерть хохлам, ебать, вонючий, который вы, сука, гниды ебучие. Да ты кто ты, правда? А ты, боже, как? Как вы думаете, хохлы, вы нас долго будете ебать, а? Вот так наебывать, хуй вам, пидорасы. Сколько таких, как ты, блядь? Да кто ты, серьезно? Да чё, получилось наебать, хохлядское ебло? Шо, хохол, вздыхать скоро будешь? Ай? Хохол! Женщин пропускают, дура. Сдавайся, хохол! Сдаваться, ебать, сдаваться. Сдавайся, хохол! Жди везде на ютубе, в телеге, везде запись. Я записываю с второго телефона весь разговор, хохол! По базару. Да базара ноль, дебила, давай! Иди грязевые ванны начинай прививать! Давай, грязевые ванны, хохол, давай, принимай, привыкай, ебаный в рот, скоро в землю пойдешь, в отряд, блядь, подземных хохлов. Вопрос не нов, шо съебало в ухо хлоп? Лично мне кажется, что это не настоящий звонок, а так. Небольшая инсценировка. Ну да ладно. Даже если и нет, достаточно смешно, прикольно, интересно. Но со спамерами лучше не разговаривать вообще, хотя, если честно, я ложу трубку только если там включается робот. А если разговаривает какой-нибудь человек, то я буду его бесить. Во-первых, все входящие бесплатно, а значит платят за разговор по. Не пускай платят. И под конец, как правило, это будут крики, визги, слюни прямо из телефона. Ну, все это мелочь. Давайте посмотрим, что у нас там осталось с вопросом. Обращение царя-батюшки к Федеральному собранию. Если у вас есть желание посмотреть это самое обращение, можете зайти ко мне в телегу. Там ссылка на это обращение есть. Если у вас нет желания смотреть это в телеге, можете зайти на YouTube, там 1001 человек выложили это собрание. И также оно есть на куче каналов, еще всяких разных. Посмотрите. Зайдите в телегу, там, я не знаю, вот я смотрю, 47 каналов на данный момент, я не знаю, кто там что написал, но, скорее всего, из этих 40 уже 8 каналов, наверное, 40 обсуждают, что же сказал царь-батюшка Федеральному собранию. Могу сказать, ну, там, 1,5 часа, вкратце в 2 словах. Мы хорошие, они плохие. Нам плевать то, что они плохие. Мы пытались с ними договориться. Но они начали войну. Теперь мы силой стараемся эту войну прекратить. Они хотят нас убить, мы хотим остаться в живых. Нас много, мы в тельняшках. И под конец про ядерное оружие, про кошмарить бизнес. Да, сказал, интересно, но подождем, когда изменится уголовный кодекс. И тогда уже будет стоить на это смотреть. А так, не самая интересная речь, хотя хорошая, но не самая интересная. Год назад было намного прикольнее.
год назад и немножко про другое говорить. Ну вот как-то и так. С вопросами покончили, и теперь переходим к киносериальной части, хотя, если честно, не очень охота по той простой причине, что кино так себе. Собственно, Скай Роджа, или по-русски почему-то красный дермантин, хотя Скай Роджа это красное небо. Ну да ладно, пусть будет дермантин. Высидел 1,5 серии. Вкратце по сюжету. Сезон 3. 3 шлюхи сбегают в конце 2 сезона, прихватив 7 миллионов евро у хозяина борделя. У хозяина борделя с крышей беда, с коллегами по работе беда. И некоторые коллеги думают, что 3 сбежавшие шлюхи убили брата и папу, хотя на самом деле завалил хозяин борделя. Вот хозяин борделя ищет этих шлюх, находит, начинает с ними разбираться, и выглядит это до такой степени уныло, что полторы серии я кое-как высидел и удалил весь этот сезон, не стал досматривать. Самое отвратительное кино, которое было, который, ну, просто плохой. Следующий Your Honor, или Ваша честь по-русски. Есть кристально честный судья, взяток не берет, на уговоры не поддается, закон суров, но это закон, и он един как все. И в один прекрасный теплый вечер он узнает то, что его сыночек сбил на своей машине пацана и уехал. А пацан оказался сыном нарковорона. И все закрутилось. И 1 сезон можно было как-то смотреть. 2 сезон. Единственное плюс — это хороший актер, который отвратительно играет. Судью, который сейчас уже похож на спившегося Деда Мороза, играет хим всех тяжких. И, если честно, на этом все интересно заканчивается. Никакой интересной игры, никаких острых перипетий. Все это. Вы, конечно же, можете посмотреть. Вам даже, может быть, это понравится. Но, если честно, не рекомендую. И, пропустив примерно 4 последних сезона, решил посмотреть, что же там делает Флэш, который мега-супер быстрый парень. Первые 3 или 4 сезона я смотрел с превеликим удовольствием. Это было как-то интересно. Но на данный момент все тихо, спокойно, все нормально. Надо поругаться. Жена узнает, что ее муж записывает в книгу всякие разные данные, и по результатам этих данных узнает будущее. Он не знает как, но жена получит 3 литературные премии. Не обратится в такое-то издательство, даст много денег, и жена откроет свою литературную империю.
И из-за этого она отказывается от премии, расширения бизнеса и всякого прочего тому подобного. Хорошо, с этим справились, будем делать так, не будем смотреть будущее, пусть все идет, как идет. Ладно. Смотрим вторую серию. Это злобный, хитрый тип-маньяк, которого никто никогда не видел, но мы его знаем, и вот он тут раз, не получилось. А просыпаемся в тот же день, в то же время. Повторяется вся та же история. На 56-й повтор 1 февраля люди вспоминают, то, что надо сделать так, сделали так, купили, все заработали. С нетерпением жду третьей серии. Если ничего нового интересного не придумают, то, скорее всего, последний сезон Флэша постигнет та же судьба, что вашу честь и красного дерматина. Ну а теперь напоминаю, что сегодня у нас вторник, а значит, увидимся мы с вами уже весной, в марте месяце. Все будет чинно, спокойно. Надеюсь, что к этому времени вы скинете интересные вопросы, которые будет интересно обсуждать, и сами будете принимать по весеннему обостренному участие в этих самых стримах, чатах и все такое, тому подобное. Как-то так. Ну а теперь всем пока. Увидимся весной.